Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас суббота, 10 февраля. Я извиняюсь, что мы не делали промежуточного выпуска среди недели. Даже ближе к выходным не получилось. Я думаю, вы по голосу слышите, что я чувствую себя еще не очень. Я уже многократно рассказывал о том, что после отравления любые проблемы с дыханием у меня возобновляются, когда я заболеваю простудными заболеваниями, которые связаны с верхними дыхательными путями. И у меня, честно говоря, практически всегда после того, как заболею, большие проблемы с дыханием. На этой неделе думал, что будет лучше, но, честно говоря, состояние к середине недели только ухудшилось, и вот только сейчас почувствовал себя лучше. Поэтому вы уж меня извините, не было. Давайте договоримся с вами так. Вы оставляете свои вопросы в комментариях к этому ролику, а я на них отвечу, постараюсь ответить, наверное, либо в воскресенье вечером, или в понедельник. И, соответственно, опубликуем в понедельник, скорее к вечеру. Оставляйте свои вопросы. Перед тем, как формулировать вопрос, пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса. Я постараюсь быть в форме, постараюсь выделить время и ответить. Я думаю, что все у нас получится. Итак, оставляйте свои вопросы. Также хочу напомнить, что у нас существует Patreon, где я также отвечаю на вопросы. Там я отвечаю на все вопросы. Там у нас большие выпуски выходят. В последнее время по 2 часа, меньше не получается. Вопросов очень много. Вопросы интересные и ответы более откровенные, чем в этом канале, чем в открытом канале. Извините, пожалуйста. Так, давайте перейдем к событиям, которые произошли за это время. Ну, основное событием это там прям громкое слово, да, но интервью человека, похожего на президента России Владимира Путина, американскому скандально известному журналисту Такеру Карлсону. Простите. Такер Карлсон, ну, мягко говоря, такой себе журналист по американским меркам. Скандалы, да. Ну, возможно, в Америке настолько сильно любят шоу, что для них скандально известный журналист, шоумен уже практически икона. Да, долгое время работал Такер Карлсон на американском телевидении, заслужил себе репутацию. Репутация неоднозначная, но и тем не менее пользуется популярностью. Он и в Америке, и во многих странах мира о нем знают. Мы говорили о том, что по заказу российской стороны и по приглашению российской стороны я продолжаю на этом настаивать и буду на этом настаивать, потому что знаю об этом досконально. По приглашению российской стороны прибыл Такер Карлсон. Интервью было оплачено. Когда говорят о том, что Такер Карлсон сказочно богат, приводят там 400 с чем-то миллионов долларов, и это он по 40 миллионов долларов получал в год, работая на, если мне память не изменяет, Fox News. Нет, уважаемые, дорогие мои. Те, кто говорит, что Такеру Карлсону не нужны деньги, что возможности финансирования у российского руководства ограничены, просто не понимают, о чем идет речь. Я думаю, что в ближайшее время мы с вами более подробно раскроем тему возможностей российского руководства, для того, чтобы просто вы понимали, что, помните, да, как в старом стихотворении: кто сказал, что земля умерла? Нет, она притаилась на время. Нет, в этом смысле российское руководство имеет возможности, имеет ничего себе возможности по финансированию любых практически проектов. Да, не хватает на медицину, не хватает на образование, не хватает на коммунальное строительство, не хватает на инфраструктуру и так далее. На это не хватает. Но на борьбу на международной арене, на создание имиджа, на войну и так далее, на это все, конечно, хватает. На гибридные операции. Вы понимаете, что это интервью российское руководство считает гибридной спецоперацией. Без преувеличения. Если вы считаете, что то, что произошло, не было попыткой взять под контроль Такера Карлсона, ну, другими словами, завербовать его,
Да, мы понимаем, что разные трактовки у российского руководства, вероятно, и у этого известного журналиста, разные трактовки в том, что такое вербовка. И каждый может это трактовать по-своему. Здесь я тоже согласен, я даже не буду вдаваться в подробности. Даже не будем обсуждать, удалась вербовка или нет. Российское руководство сыграло так, как посчитало нужным. Еще раз повторяю, уже не первый раз, и об этом мы писали у нас в телеграм-канале, что интервью было переписано. Его записали один раз, оно вышло неудачным, тогда подготовка двойника была недолжным образом проведена. Он наговорил ерунды, как минимум 2 раза просто себя раскрыл, да, показав, что он не является реальным президентом России Владимиром Путиным. Такер Карлсон форменный, ну, как бы это помягче сказать, я бы сказал бы грубо, но, наверное, не стоит. Все-таки иностранный гость, раз уж российская пропаганда так перед ним стелилась. Но не суть важно. Мы ведь люди приличные, правда, и бранные слова употребляем в крайних случаях, крайних. Так вот, Такер Карлсон, если бы был порядочным человеком, конечно, он бы рассказал о том, как была записана первая версия интервью. Вторая версия уже была практически без экспромтов. Я говорю практически, потому что совсем без экспромтов невозможно записать двухчасовое интервью, запомнить досконально все ответы на вопросы. Понятно, что невозможно. Общая канва была соблюдена, российские власти остались довольны. В целом, не идеально, но плюс-минус так, как планировали. Плюс-минус. Переоценили. Я считаю, что российское руководство переоценило возможности влияния на западную аудиторию с помощью подобного рода интервью. Считаю, что это практически невозможно. Практически невозможно влиять так, как в том плане, так, как они планируют влиять. Ну, тем не менее, извините, тем не менее, попытка, можно считать, отыграна. Стоило немало денег, стоило немалых усилий, стоило немалых связей. Да, стоит еще понимать, что здесь не только и не столько интервью, вернее, да, интервью все-таки это больше. Нельзя сказать, что не только и не столько. Все-таки интервью играло большую роль. Но и передача личных сообщений Дональду Трампу. Мы уже многократно рассказывали о том, что российское руководство тогда в лице президента России Владимира Путина много лет назад, когда Трампа избрали первый раз, преподнесло все так, как будто бы они принимали участие, они посодействовали. Здесь даже российскому руководству очень напрягаться не приходилось. Дело в том, что Трамп и сам был рад обмануться, он не верил, что своему счастью, не верил, что самостоятельно смог получить подобное счастье быть избранным президентом Соединенных Штатов Америки, и считал, что Владимир Путин ему каким-то таинственным, загадочным образом помог. Российское руководство тогда в лице Владимира Путина всячески посылало такие месседжи, что, мол, да, мы повлияли, как, конечно, раскрывать не будем, но да, приложили руку и всячески намекали, что без участия российского руководства, значит, дескать, Трамп бы не избрался. Это все, конечно, полное вранье, чушь полная, никакого значения российское руководство в влиянии на те события не имело и не прилагало никаких усилий. Прилагали другие силы, это правда, но российское руководство не имело таких возможностей. Теперь второй раз, да, когда пытался Трамп избраться и проиграл Байдену, российское руководство, дескать, якобы, да, показало, что, мол, нет, мы не будем вам помогать, и посмотрите, как сможете ли вы выиграть без нас. Тогда было более-менее понятно, что Трампу выиграть будет тяжело. Пытались тогда повлиять
с помощью спецслужб на раскачку ситуации, в том числе воздействуя на социальные сети, но не получилось. Сейчас Трамп считает, что может заручиться поддержкой Владимира Путина в той, извините, в той или иной части слив возможности по финансированию и вооружению Украины. Но надо понимать, что здесь опять-таки Трамп ошибается. Опять-таки Трамп ошибается, он очень скоро в этом убедится, других вариантов просто нет. Европа не откажется от помощи Украине, и если США будет задерживать критически помощь, то Европа восполнит, по крайней мере, те критические моменты, которые будут возникать. Трамп надеется на то, что Путин коллективно уже сейчас, то, что Путина нет, ему как минимум рассказали и полностью разложили по полочкам, что, когда и как произошло, то, что ныне существующий коллективный Путин в виде Политбюро 2.0 должен помочь. Ну, по идее, так считает как минимум Трамп. И нынешнее Политбюро 2.0 в лице как минимум некоторых его части готово сыграть в эту игру опять. Посмотрим, получится, не получится. Я думаю, что по большей части нет. Но, тем не менее, все становится очень интересно. Так, уважаемые зрители и слушатели, мы с вами уже вышли за наш обычный график. Хочу вам напомнить, что мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Оставляйте свои вопросы в комментариях к этому ролику. В описании к этому ролику есть наш Patreon. Переходите, вот сейчас прямо переходите по описанию к этому ролику по ссылочке в Patreon, подписывайтесь и получите ответы на ваши вопросы. Также вам хочу напомнить, что мы с вами увидимся, услышимся в итогах недели с Сергеем Жирновым. Всего доброго, до свидания.